Сегодня мы будем говорить про диагноз, которого не существует на самом деле. Это остеохондроз. Да, то есть, что это за зверь и почему его не существует. Сегодня будем говорить об этом. Про боль в шее, про боль в пояснице, больше про боль в шее, про причины, про неочевидные причины боли в шее. С вами Отекшев Александр. Поехали. Итак, боль в шее. Стандартный какой-то такой сценарий. Да, у человека начинает болеть шея. Там, при повороте, после бани, после нагрузки физической, после чего-то начинает болеть шея. И, конечно же, человек с болью в шее пытается с этой проблемой справиться, потому что боль в шее его не устраивает. Он может пойти разными способами лечить. Да? Возьмем стандартный какой-то заход. Мы приходим к неврологу. Невролог говорит: ага, боль в шее. Давайте-ка сделаем, дружочек, МРТ. Давайте-ка сделаем рентген. Делают МРТ-рентген. Находят какие-то там изменения, там что-то есть, протрузии, да, грыжи какие-то, которые могут быть на самом деле не критичными и могут совсем не вызывать ту жалобу, которая есть. Есть пациенты, у которых есть большие грыжи, но нет жалоб. Есть пациенты, у которых маленькие протрузии, но огромные жалобы. И вот этот остеохондроз как диагноз, который это на самом деле рентгенологический просто диагноз, он переходит от врача к врачу. Человек приходит с этим рентгенологическим диагнозом остеохондроз. Ему говорят: а что вы хотите, у вас остеохондроз? На самом деле только 10% боли в шее являются органическими. То есть, когда там есть реальный какой-то субстрат, я не знаю, есть проблема с позвонком, перелом, там есть воспаление какое-то, есть аномалия развития, есть реальное ущемление. Да? То есть, вот этого всего 10%. Остальные 90% это функциональные нарушения, которые обратимы. И вообще, например, в странах Европы вы не сделаете МРТ, когда у вас заболит шея, вы придете к специалисту, вам не назначат МРТ. Именно потому, что это невыгодно. Да, то есть 10% вероятность того, что там есть что-то на этих снимках, и потратить деньги на то, чтобы это сделать, МРТ. Понятно, что в России к этому относятся по-другому. Лучше сделать, понять, что происходит, успокоиться, да, снизить свой уровень тревоги, там ничего страшного нет, и все. Но с точки зрения здравого смысла, мы понимаем, что 90% это функциональное состояние. Тогда давайте мы сначала попробуем полечить функционально, назначим вам какие-то подходы ЛФК, терапию специфическими противовоспалительными препаратами, массаж, что-то мы вам поделаем. И очень часто этого достаточно для того, чтобы боль в шее прошла, или либо она вообще может пройти самостоятельно. Да, и тогда зачем делать МРТ? И в этом смысле метод ПДТР отлично справляется с этой проблемой, потому что метод ПДТР имеет инструменты, с помощью которых можно сделать диагностику, протестировать, какая мышца в проблеме, найти причину этой проблемы. Да, и сегодня мы будем немножко, я поговорю про неочевидные причины. Значит, причина номер 1, да, когда не работают какие-то мышцы. Это может быть грудино-ключично-сосцевидная мышца, да. Очень много видео, грудино-ключичная сосцевидная мышца, источник проблемы. А реально это источник проблемы. Это очень сложная мышца, многофункциональная мышца. Смотрите, она участвует в наклоне. Когда они вместе сокращаются, эти две мышцы, вот она контурируется, очень легко ее видно. Когда человек наклоняет голову, они обе сокращаются. Когда я делаю ротацию, одна сокращается. Когда я делаю даже небольшую экстензию, эта мышца тоже участвует в этом. И причины нерабочего состояния этой мышцы, их просто огромное количество. Вы даже себе не представляете, насколько много. Метод ПДТР позволяет с этим разбираться, найти ту самую причину, по которой не работает эта мышца шеи. Просто делать массаж шеи, это не включает. У нас есть такой миотатический рефлекс, так называемый рефлекс растяжения. А что это за рефлекс? Это рефлекс, когда мышца растягивается, она сокращается. Она сама себя защищает. И эта функция, этот рефлекс обеспечивает, например, удержание шеи в нейтральном положении. Я сижу, а моя шея удерживается за счет этого. Я немножко всегда колеблюсь. То есть я не удерживаю положение, как какой-то этот микрофон, который прикручен. Я живой, у меня все время происходят какие-то микродвижения, микрокачания. Я когда говорю, у меня что-то там адаптируется к этому. И все это должно сопровождаться этой подстройкой этих мышц. Мышца чуть-чуть растянулась, сократилась, и это обеспечивает стабилизацию. Представьте, что этот рефлекс снижен. Рефлекс снижен, и это обеспечение стабилизации начинает страдать. И мышцы шеи не работают, начинает болеть что-то. В этот момент люди начинают менять положение. Очень часто, когда у вас не работают мышцы шеи, вы все время подкладываете руку так, да, хочется куда-то голову облокотить. Шея устает, затекает когда вы долго сидите, смотрите в монитор, в телефон или еще куда-то. И это не связано с тем, что сам телефон создает проблему. Это связано с тем,
что мышцы не работают, а телефон создает нагрузку на эти мышцы, которые не работают. И это вызывает боль. То же самое, если вы придете в зал и будете нагружать неработающую мышцу каким-то весом избыточным, у вас будет боль. Да? То есть у вас эта мышца заболит, сустав заболит или еще что-то. Здесь то же самое происходит. Теперь, а какие причины? Я на примере грудино-ключично-шестовидной мышцы сейчас расскажу, какие могут быть причины. Значит, причина неочевидная номер раз. Когда у нас есть дисфункция лонного сочленения. Лонный симфиз это вот две косточки у нас в тазу, да, лонные, которые соединяются, и возникает там такой суставчик небольшой, лонный симфиз называется. Травму, которую мы получаем, таза, например, при падении на спину, при падении на попу, роды, да, беременность, роды, любые травмы в этой области могут вызывать нарушение работы вот этих мышц в районе таза. Симфиз перестает работать так, как нужно, то есть там нет стабилизации, и мышцы шеи выключаются. Где таз и где мышцы шеи? Первая неочевидная причина. Вторая неочевидная причина: мышцы могут выключаться из-за травмы коленного сустава. У нас есть такая передняя крестообразная связка, с которой ассоциированы мышцы шеи в том числе. Они могут выключиться после травмы колена. У вас причина в колене, вы пытаетесь лечить шею, да, и объяснить это все остеохондрозом. Третья неочевидная причина – голеностоп. У нас есть связочки, например, возле малоберцовой кости располагаются связки, которые одна идет вперед, другая назад. Да, и эти связки, которые идут к пяточной кости, она ассоциирована с мышцами, экстензорами шеи. И они тоже выключаются. Например, вы подвернули ногу, получили в ДТП какую-то травму голеностопа, футбол, там, не знаю, спорт, любая травматизация стопы может выключить мышцы шеи. Да, и они у вас не работают, и именно это создает проблему. Вот это такие причины достаточно неочевидные, но нам очевидные специалисты метода ВДТР. Какие еще могут быть причины? Неработающие мышцы могут быть из-за травмы ключицы. Я упал на локоть, я стукнул, упал на плечо, я получил перелом ключицы. Поскольку здесь эти мышцы крепятся, здесь очень понятно, что они будут работать не так, как нужно, будет слабость и так дальше. Еще причины такие более сложные, мне очень интересные, именно работать, например, с такими причинами, когда есть нарушение, например, боль при повороте в эту сторону. Эта боль в шее может быть связана, например, с тем, что у меня есть дисфункция где-то или там травма грудной клетки. Я упал на ребра, был какой-то перелом верхних ребер, нижних ребер, просто травматизация ребер. Что происходит при повороте? Когда я поворачиваю, у меня нагружаются эти ребра, и мозг для того, чтобы защитить ребра, чтобы не нагружать эту зону, бережет ее. Он мне говорит: не поворачивай так голову. Как он может мне сказать? Он не может мне отправить СМС там, или еще как-то. Он не может напрямую мне это сказать. Он мне это сообщает через дискомфорт, через боль. Еще неочевидные причины. Когда пациент, например, поворачивает голову, у меня есть такой маневр, вернее, как мы используем такой маневр для диагностики, для понимания того, что это связано с движением глаз или нет. Когда мы начинаем поворот головы, у нас сперва двигаются глаза. То есть малое движение глаз определяет большое движение в шейном отделе. И очень часто нарушение работы саккадных движений глаз может создавать проблему в шее. А как это проверить? Например, если у вас есть боль в шее при повороте, вы можете сделать несколько маневров для того, чтобы сделать такую диагностику. Первый маневр – это когда вы смотрите за пальцем, то есть вы делаете движение пальцем или кого-то просите, следите глазами за этим пальцем и поворачиваете вместе с глазами голову. То есть вы переключаете ваши саккадные движения на движение плавного слежения, на другую систему. И если у вас шея проходит, то у вас проблема с саккадным движением глаз. Проблема с саккадным движением глаз может быть, например, с травмой носа, с травмой глаза, с операцией на глазу, любые там лазерные коррекции, любые замены хрусталиков, коррекция катаракты там, и вот эти все вещи на самом деле, повышение там внутриглазного давления, это все может запускать боль в шее. Неочевидная причина. И в этом случае поставленный диагноз остеохондроз никаким образом вообще не помогает. Да, там. Просто этот поставленный диагноз остеохондроз отвлекает вас от поиска настоящей причины. И отвлекает врача тоже. Да, когда к вам приходит: у вас там столько изменений в шее, наверное, это связано с этим. И тогда мы закрываем вопрос с поиском причины. И все тогда. Давайте лечите, идите ЛФК, массаж, восстанавливайтесь. Мы не будем искать причину. Но причина, она всегда есть. Это неочевидные причины. Из неочевидных причин еще может быть неработающие другие какие-то мышцы. Да? И мы сейчас поговорили про грудино-ключично-шестовидную, но у нас есть и лестничные мышцы, верхняя трапециевидная мышца, которая очень часто в проблеме.
Пациенты очень часто приходят и говорят, что у них болит вот здесь, при повороте сюда есть эта боль. С верхней трапецией здесь немножко сложнее. Верхняя трапеция – это мышца, которая иннервируется из двух источников. Первый источник – это шейное сплетение, второй источник – это добавочный нерв. И добавочный нерв очень часто может создавать проблемы. Причем грудино-ключично-сустовидная мышца тоже иннервируется добавочным нервом в том числе. Да? И нарушение работы на этом уровне очень сложно дифференцировать, и обычные врачи или неврологи не всегда могут это понять, что причина с этим. Метод ПДТР позволяет с этим работать. Мы можем прям продиагностировать работу нервной системы в части вот этого добавочного нерва. Причем нерв этот достаточно часто участвует в каких-то дисфункциях. Плюс к этому, да, верхняя трапеция может не работать по причине проблем с лопаткой, проблем с ключицей. Да? Это все я уже проговаривал на примере грудино-ключично-сустовидной мышцы. Очень часто мы решаем проблему боли в шее за 1-2 приема. 1-2 приема, не нужен никакой массаж, не нужен. Нужно просто найти источник проблемы. Нужно найти причину неработающей мышцы, убрать эту причину. Мышца включается, боль проходит. Бывают случаи, когда нужно больше времени, чтобы разобраться. Иногда причины могут быть такие сложные, скрытые, в том числе, например, эмоциональные причины. У меня была пациентка, у которой была боль в шее, связанная со смертью ее матери. То есть она появилась после смерти матери, и эта боль в шее была завязана на вот этот эмоциональный рефлекс, который возник в связи с этой ситуацией, трагической для нее. И после лечения эмоционального компонента шея прошла. Да? То есть это никаким образом другим вы не сможете полечить. Да? То есть нет никаких механизмов, с помощью которых вы сделать можете диагностику, что это связано с этой эмоцией. А второе, полечить это, если это не метод ПДТР. Метод ПДТР, что это такое? Это метод рефлексотерапии. Он позволяет работать с нервной системой на уровне кода самой нервной системы. Нервная система получает сигналы от рецепторов. И эти сигналы это равно такой код, да, когда мы отправляем информацию в компьютер, да, в виде какого-то кода, компьютер различает эту информацию, получает эти инструкции и знает, что с этим делать. То же самое с рецепторами. И метод ПДТР позволяет, например, создавать стимуляцию какого-то рецептора, смотреть, какой получается ответ, стимуляцию другого рецептора. И он позволяет размыкать эти рефлексы оборонительные, которые возникают в момент любых травм. Эффективность его очень высокая. Но я, как врач-остеопат, который отучился остеопатии, прикладной кинезиологии, подходам по Маллигану, мануальной терапии, я очень много знаю методов, с помощью которых можно помогать пациенту. Метод ПДТР самый эффективный. На сегодня самый эффективный. На сегодня я, 95-96% того, что я делаю, это только метод ПДТР. Иногда какие-то диагностические приемы, остеопатические, поскольку я уже научился это делать, я делаю, но лечение только через рефлексотерапию, только через метод ПДТР. На самом деле, если у вас болит шея, вы достаточно легко можете попробовать сами сделать себе диагностику. Да? То есть, если у вас есть боль в шее, во-первых, вы можете сделать диагностику с точки зрения сбора анамнеза. Анамнез – это история заболевания, да, когда вы пытаетесь понять, после чего она заболела. Да, и это иногда просто в момент разговора с пациентом возникает понимание, что произошло. Да, например, пациент говорит, болит шея 5 лет. Болит то лучше, то хуже, если я как-то помогаю 5 лет. Хорошо, а что было 5 лет назад? Он говорит, да ничего такого не было, заболела с ровного места, ничего не было. Давайте припомним, какие были травмы, операции у вас. Так, операция лапароскопия 10 лет назад. Хорошо. А операция по удалению щитовидной железы 6 лет назад. Стоматология, удаление зуба, протезирование, постановка брекетов 5 лет назад. И 5 лет назад появилась боль в шее. Мы уже начинаем такие, так, хорошо, 5 лет назад это. А у вас когда точно заболела шея? После того, как вы начали манипуляцию или какие-то воздействия на вашу зубочелюстную систему? Пациент начинает припоминать, потому что в момент, когда он не знает, что это может быть связанные вещи. Но когда мы ему подсказываем, что это связанные вещи, он в какой-то момент он говорит, точно, после этого у меня начало болеть. И дальше у него пазл начинает складываться, и источник уже найден. Мы еще не сделали ни одного теста, мы просто поговорили об этом. Да, после того, как мы собираем анамнез, иногда этого достаточно, а пациент делает такое, а что это может быть связано? Да, и потом, когда мы это лечим, и проходит боль в шее, он понимает, что это связано. Очень часто источником причины боли в шее является какое-то воздействие травматическое, врачебное воздействие на
зубочелюстную систему. Любые операции могут приводить к боли в шее. Любые травмы, ожоги, обморожения, там, удаление, протезирование зубов, татуировки, как это ни странно, тоже могут... Потому что татуировка – это травма. Для нервной системы это такая же травма. Да, она не выглядит как травма, а выглядит как-то красиво, но это все равно травма. На втором этапе, когда мы можем сделать самодиагностику, вы можете сделать самодиагностику, я сейчас попробую вам продемонстрировать, как это можно сделать. Например, у вас есть боль в шее при повороте, да, вы поворачиваете, боль в шее. Одна из причин – лунный симфиз. Можете вы сделать так, нога на ногу положить, то есть сделать вот такое положение, снизить натяжение связок таза и посмотреть, стало лучше или нет. Раз вариант. Второй вариант – коленный сустав, из-за которого может быть. Вы можете погладить свой коленный сустав. Когда мы проглаживаем коленный сустав, у нас на 5-7 секунд снижается возбуждение любых рецепторов, которые несут информацию в мозг, на 5-7 секунд. Да? То есть это такой как бы конкурирующий сигнал, который выключает рецепцию всю. И смотрим, стало лучше или нет. Либо придавить коленный сустав. Если там была травма, то можно придавить коленный сустав. Голеностоп. Можете также поиграться с голеностопом. Можно здесь использовать какие-то стабилизирующие повязки. То есть вы держите или проглаживаете голеностоп, смотрите, стало лучше или нет. Это очень просто сделать в любых условиях. Дома, самостоятельно, с помощью какого-нибудь родственника, там, не знаю, знакомого друга. Пожалуйста, это можно сделать. Еще одна из причин, очень частая причина, связанная с травмой грудной клетки, с переломами ребер, там, с падениями на грудную клетку, которых у нас много на самом деле. Как это проверить? Я поворачиваю боль в шее, я сам себя вот так обнимаю, я делаю вот такое движение. То есть я уменьшаю натяжение в грудной клетке, вот я уменьшил натяжение, поворачиваю шею. Вот у меня, например, кстати, мне так легче поворачивать. Ну, реально. То есть это значит, что шея, проблема шеи, она связана с грудной клеткой. Не надо ее лечить, нужно как-то полечить грудную клетку. По крайней мере, вы нашли источник. А что дальше делать с этим? Вы можете там прийти к остеопату, к мануальному терапевту, сказать, что, слушай, у меня здесь болит шея, но когда я вот так делаю, она мне не болит. Давай-ка что-нибудь мне поправим там здесь. И, соответственно, вы можете это поправить. Еще вариант, который я уже показывал, так, когда вы делаете движение, смотрите за пальцем, делаете слежение, медленное слежение за пальцем и поворачиваете голову. Если становится лучше, то это нарушение саккадных движений. Какие еще можно использовать варианты для самодиагностики? Например, вы можете попросить кого-то, кто может вам помочь. Значит, я делаю движение, боль. Я могу как-то зафиксировать верхний шейный отдел. Самому это очень сложно делать, но можно попросить кого-то просто помочь сопроводить это движение. Да? Как бы помочь верхним позвонкам сделать поворот. Я поворачиваю, мне помогает верхнешейному отделу. Стало меньше больно, проблема в верхнешейном отделе. Не стало меньше больно, не верхнешейный отдел. То же самое, средний шейный отдел, нижний шейный отдел. Это все можно проверить. У нас вот сегодня закончился там второй день семинара. Мы сегодня использовали для обучения наших студентов, как использовать боль как диагностический маневр. То есть мы опираемся на боль. Мы не сделали ни одного мышечного теста. Мы поделали набор вот таких провокаций, про которые я поговорил. Нашли источник причины. То есть вот при этом сложении рук сюда боль уменьшалась. Потом выяснилось, что там был перелом ключицы. И это было связано с переломом ключицы. Мы полечили методом ПТТР, правда, полечили перелом ключицы. И боль в шее прошла. Тут же прошла. Ну, как бы мы потратили там 5-7 минут на то, чтобы это найти. И 5-7 минут на то, чтобы это полечить. Единственное, значит, что тут важно понимать по поводу шеи. Если у вас прямо сильная боль, есть какие-то онемения, что-то дает, стреляет, какие-то жжения, там, дает ощущение там, онемения, какой-то бегущий ток или так дальше, какие-то признаки того, что есть компрессия прямо нерва, это вот в 10% случаев, условно, там даже, наверное, в 5% случаев, то лучше обратиться к врачу-неврологу, сделать вот ту самую диагностику, и там реально может быть необходимо лечение такое, неврологическое плюс. Но, что тут важно понимать, даже если у вас есть компрессия нерва, например, у нас есть лестничные мышцы, вот здесь, которые располагаются, вы можете сами себе попробовать пощупать. Вот я давлю здесь. Если при давлении здесь возникает какое-то ощущение жесткости и болезненности, то лестничные мышцы в гипертонусе. Лестничные мышцы в гипертонусе, они могут создавать давление на плечевое сплетение. И это может вызывать онемение. И это не проблема шеи с точки зрения позвоночника. То есть это не позвонки. Это проблема в мышцах. Еще одна мышца, которая может создавать проблему, это малая грудная, которая располагается вот здесь. Она крепится к плечу и к 3 ребрам.
верхним ребрам. Когда она в гипертонусе, она тоже может придавливать просто сплетение. Ну и так дальше. На самом деле мы с помощью метода ПДТР можем продиагностировать еще других много причин, где нерв может быть зажат. Это у нас туннельные синдромы, с помощью которых мы можем... Есть такой отдельный семинар, который ведет Хосе, доктор-травматолог, на котором мы научаемся делать диагностику. Да, и это очень эффективно, очень классная работа, когда можно найти, где именно нерв пережат, просто нормализовать тонус мышцы, и нерв отпускает, и все проходит. Так, что важно еще понимать по поводу боли в шее. Вот если вы сделали вот эти все тесты и нашли источник причины, да, то есть вы сами дома у себя нашли источник причины, вам нужно к кому-то обратиться, к какому-то специалисту, который может вам решить эту проблему, полечить этот источник, убрать этот источник проблемы. Лучше всего, если вы обратитесь к специалисту метода ПДТР. И причем, если вы придете и скажете, я сделал вот эту провокацию и стало лучше, вы ему подскажете, и лечение будет занимать, 5-10 минут, может быть, 20 минут. Либо вы можете, если у вас нет под рукой такого специалиста, вы не знаете, в вашем городе нет таких специалистов, вы можете обратиться к остеопату, к мануальному терапевту, но уже с конкретным, точным каким-то вашим пониманием того, где источник. То есть это тоже поможет не просто лечить все подряд, а полечить именно то, что нужно. И воздействие в том месте, оно будет сильно эффективнее, чем вы просто будете разминать шею и так дальше. Важно понимать следующее, что когда вы делаете какие-то натирания мазями, да, согревающие мази, не знаю, обезболивающие мази, пластыри и все, это все не лечение. Это просто способ снизить болевые ощущения здесь и сейчас. Неспецифические противовоспалительные препараты, которые вы принимаете для снижения боли, это не лечение. Это просто способ отключить сигнализацию. То есть у вас организм сигналит. Он говорит, так, хозяин, что-то не в порядке. Вы говорите, так, отключаем сигнализацию, и все в порядке. Да, вы просто выключили, источник остался, причина осталась. И рано или поздно это все равно снова приведет к тому, что у вас шея заболит. И причем бывает так, что болит шея раз в год, я что-то там сделал, сходил к терапевту, к мануальному, к остеопату, все стало хорошо, год не болит. Потом где-то что-то нагрузился, или переохладился, или еще что-то произошло. Опять заболела шея. Я пришел к тому же остеопату. Он снова мне сделал все хорошо. Но теперь у меня шея заболела через полгода. И дальше срок укорачивается, да, потому что вы не убираете источник причины. И на самом деле вы должны понимать, что когда вы не убираете источник причины, просто шея-то изнашивается. То есть она реально ухудшается состояние самой шеи. И восстановление будет занимать потом больше времени. Лучше, если у вас есть уже понимание того, что шея болит, заболела и это связано с ключицей, не знаю, с коленом, с тазобедренным суставом, с саккадными движениями, вы определили. Вы придите к специалисту педиатру, он вас полечит, и у вас вы забудете про эту историю до какой-то следующей травмы. Потому что любая травма может снова привести к тому, что мышцы шеи выключатся и, соответственно, нужно снова лечить. Вообще, надо понимать, что любая травма, она создает какой-то оборонительный ответ, в котором участвуют мышцы. Например, если я сходил к стоматологу, у меня удалили зуб, у меня может появиться такая история, такая реакция в виде рефлекса, отдергивания. У меня эта мышца выключится, это уйдет в гипертонус, тут будет гипертонус, здесь будет болеть, и тогда я буду это все лечить долго-долго. Я тут порастягиваю, мне стало лучше, согрел лучше, противовоспалительное лучше, через какое-то время все возвращается. Если вы уже на эти грабли наступали, если вы проходили уже эти круги много раз, надо уже найти решение. Решение – это метод ПДТР. Приходите лечиться к специалистам метода ПДТР. Если вы сами являетесь специалистом, который помогает другим, то есть вы массажист, мануальный терапевт, остеопат, прикладной кинезиолог, метод ПДТР – это то, что вам нужно взять. Да, потому что метод ПДТР реально находит причину и реально устраняет причину. Именно метод ПДТР – это лечение. Все остальное – это попытки компенсировать, стабилизировать, нормализовать. Это попытки отключить сигнализацию. У нас есть однодневный мастер-класс, на который вы можете прийти и посмотреть, как это работает. Прямо вживую, на себе почувствовать, посмотреть на других, на ваших коллег, которые тоже придут на этот мастер-класс. Это однодневный мастер-класс, за который вы научитесь не только диагностике, но и лечению методом ПДТР. Реально вы берете инструменты, с помощью которых вы можете уже полечить на этом мастер-классе. Дальше вы идете с ними к своим пациентам, к своим знакомым, к своим друзьям, коллегам, в семью, смотрите, как это работает там, понимаете, что это очень классно работает, и, конечно же, после этого вы захотите у нас обучаться, приходите к нам обучаться. Все ссылки будут в описании. Надеюсь, это видео было для вас полезно. С вами был Атяшев Александр.
Пока. Если вы попробовали использовать вот эти маневры и манипуляции, с помощью которых вы нашли причину вашей проблемы, напишите в комментариях источник вашей проблемы. Это поможет немножко понять, насколько много каких причин. Да? То есть, и на самом деле это поможет понять другим людям, которые будут смотреть это видео, как это работает, не работает, и какие варианты работают чаще всего. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был Атякшев Александр. Пока.